Ой, ребята, Aspire Vero от Acer. Вот такой вот крутой ноутбук. Полностью из переработанных материалов. Ну, не полностью, мы сейчас, конечно, обсудим, какой процент, в какой части корпуса здесь из переработанных материалов. На Core i7 11 поколения, с DDR4, с NVMe SSD. Тонкий, стильный, крепкий, достаточно неплохой лэптоп, ноутбук. Ну, в принципе, называют все по-разному. Мы будем сегодня обозревать на канале Технозон. Так что, поехали. Смотрите, для начала мы, конечно же, посмотрим, как сама компания Acer его позиционирует, потом запозиционируем его сами. Зеленый ПК изготовлен из переработанного пластика. Наша приверженность к более социальному, ответственному будущему. И тут я могу сказать, что некоторые думают... Переработанный пластик, значит, это должно быть дешевле. Да ничего подобного. Переработанный пластик — это наша с вами социальная ответственность. Это раз. Во-вторых, это экоактивизм, это эко-репутация. Ну, в принципе, тут такое дело. Смотрите, добивайтесь своих эко-целей с Aspire Vero, заботьтесь о будущем планеты. Мы используем 30% переработанного пластика для изготовления корпуса. То есть корпус — это 30%, что позволяет уменьшить выбросы СО2 примерно на 21%. Ну, ребят, здесь не все. Не только это из переработанного пластика. Давайте дальше. Благодаря регистрации EPID Silver, или EPID Silver, я не знаю, как это прочитать, EPID, или EPID, дружественные к окружающей среде, Aspire Vero изготовлен из вторичного переработанного пластика. В общем-то, они говорят о том, что применение переработанного пластика позволяет меньше использовать природных ресурсов, а в частности, пластик из чего делают? Из нефти, правильно. Уменьшить объем отходов, попадающих на свалки. Теперь клавиши, да, у нас еще клавиши на 50%, ну, мы их сейчас рассмотрим, изготовлены из переработанных материалов. Теперь дальше. Ноутбук с возможностью модернизации. Для легкого ремонта, модернизации и переработки мы используем стандартизированные винты. То есть вы можете его разобрать сами. Корпус без использования краски. То есть, во-первых, это стильно, я вам сейчас покажу. То есть вот эти вот все ноутбуки, это, кстати, тоже Acer Nitro 5 мой старый, вернее Nitro 5 старенький, но он крашеный. Здесь ничего не крашеное. Зеркальные буквы клавиш R и E усиливают важный призыв. Перейти на эко, здесь рассказывают надежный, там прям не могу. Есть у нас Type-C 3.2, генерация 1, Type-A X2. Один поддерживает зарядку при выключенном питании, то есть вы можете заряжать. И у нас есть Wi-Fi 6, 802.11ax 2x2 MU-MIMO. 15,6 дюймов дисплей Full HD IPS, превосходный звук благодаря Acer True Harmony и Acer Purified Voice с функцией понижения шумов на базе искусственного интеллекта. Как все красиво расписано. Ну и, конечно, упаковка. Вот эта вот упаковка на 100% тоже пригодна для утилизации, для переработки. Ну и 100% переработанного пластика — это для сумки ноутбука, накладки на клавиатуру, 80% переработанной бумаги и бумажная гильза. То есть, ребята, это эко-ноутбук, но он призван именно, знаете, для тех, кто заботится о нашей планете. Я, кстати, забочусь о нашей планете. Очень не люблю, когда люди мусорят, очень не люблю отработанный пластик, который я встречаю в реках своей страны, в озерах, поэтому все это дело меня очень сильно раздражает. Смотрите, что мы имеем. Мы имеем вот такой вот крутой ноутбук с такой вот текстурой. Сейчас вам Аня на проходке ближе покажет. При открытии данного ноутбука, знаете, что происходит? Смотрите, он приподнимается. То есть, когда мы открываем, у нас раз для улучшенного охлаждения. То есть у нас захват воздуха идет снизу. У нас снизу есть
Вот, давайте вот так вот. Снизу есть диффузоры. Вот такие вот и есть ножки, которые тоже поднимаются. Это удобно. Действительно, здесь стандартные винты и крышка, которая не защелкивается. То есть, ну, вот так вот это все дело выглядит. То есть вы можете ее раскрутить сами. Единственное, что меня смущает, это охлаждение. Смотрите, охлаждение в этой части, которая выводится на экран. Но тут вопрос такой. Я проводил тесты на тротлинг тест, я проводил тесты стабильности, выкидывает он температуру воздуха не более 40 градусов, поэтому экран не нагревается вообще, хотя я изначально переживал. Я думаю, что в модификации, потому что здесь вот стоит Intel Iris Xe видеокарта, для бизнес-задач, и для какого-то незатейливого гейминга, какого гейминга мы с вами рассмотрим в обзоре, я переживал, что будет сильно греться экран. Ничего подобного, этого не произошло, хотя в версиях, а есть такие версии, будут, вернее, игровые, с RTX картами дискретными, я думаю, что там будет реализовано все это охлаждение совсем по-другому. А теперь есть отпечаток пальцев, вот он. Тач-панель достаточно приятная, вообще классная. Клавиши. Минус, у нас есть минус по клавишам, могу сказать. Это перемещенный 0 от двойки, из-под двойки 0 увели сюда для экономии места. Enter сделали у нас маленький под тройкой. Это неудобно, мне это не понравилось. Экран у нас имеет дикие углы обзора, ну, конечно же, это IPS-матрица. По яркости экрана, мы сейчас с вами проведем замер яркости экрана. Во-первых, мы прикрутим его на максимум. У нас есть Screen Luminance Meter. Ну, смотрите, это показывает 230, я вам скажу, здесь номинальная яркость 250. 230, учитывая то, что здесь не истинно белый и тестовых роликов у меня сейчас под рукой нет, но здесь 250 кандел, это матрица, это 100%. То есть мы с вами имеем достаточно нормальную матрицу для компьютерного использования. Это большой плюс. По самой конфигурации мы поговорим уже внутри обзора, ну, скажем так, внутри обзора. На боках у нас есть, смотрите, HDMI, есть у нас гигабитный LAN-порт, есть у нас USB, вот они, видите, которые USB они показывали, вернее, о которых писалось в самом релизе. Есть Type-C, есть у нас еще один USB 2.0. Вот на этой части. Разъем для зарядки. Есть у нас индикация на боках. Почему она на боках, вообще непонятно. То есть я предпочитаю индикацию видеть во время эксплуатации. И разъем под замок Кенсингтона. Для любителей теста на один палец, конечно же, он не поднимается одним пальцем. Хотя, ну, при определенных усилиях поднимается. Возможно, разработается. Сильно жесткое, это для того, чтобы не было раскачивания самой панели. Сильно жесткое у нас вот этот вот момент. По батарее. Так как здесь нет дискретной карты, то у меня в среднем батареи хватало на 6-7 часов такого себе ненапряженного использования. Это железно. По зарядке. Ань, подай, пожалуйста, зарядку от него. Есть один минус, который я вам обязан показать. Вот, смотрите. Здесь используется стандартная зарядка, но мега тонкий штекер. Он мега тонкий, и это прям вот сильно раздражает, потому что, знаете чего, ты боишься, она люфтит. Она люфтит, я боюсь, что я в один определенный момент просто-напросто ее вырву. Но я готов мириться с этими минусами. В принципе, я вам скажу, даже цена на него приятная. В том плане, что ноутбуки, допустим, других брендов в такой конфигурации, они стоят, ну, если не сильно дороже, но примерно столько же. Но я за экоактивизм. Дальше. Для чего позиционируется данный ноутбук? Конечно же, мощная начинка, там Core i7 11 поколения, 16 гигов DDR4, NVMe диск. Это конкретный бизнес-ноутбук. Для работы. Его можно использовать для дома, если вы вообще не играете. Но мы даже, знаете, цель нашего обзора посмотреть какие-то максимальные моменты. Мы не будем в этом обзоре смотреть, как он воспроизводит кино. Потому что, ну, те, кто хотя бы вот так вот чуть-чуть понимают в железе, в компьютере, они понимают, что на Core i7 11 поколения, ну, нет смысла проверять IPTV. При том, что у него Wi-Fi лупит в космос 1,6 гигабит, Wi-Fi 6. Мы протестируем это на нашем интернете. У нас 10-гигабитный интернет от местного провайдера Gigabit Online, ссылку на которую разместил в описании под видео. И честно вам скажу, это просто нереальный ноутбук, просто для мультимедиа. То есть он воспроизводит практически все.
То есть мучиться мы с ним точно не будем. Я не говорю про кодек AV1, потому что здесь Intel Arix XE. Но 4К ролики в YouTube, 4К фильмы по 70 гигов, он спокойненько вытянет, так же, как и 4К IPTV телевидение. Поэтому на этом я останавливаться в обзоре не буду. Я вам покажу игры, которые более-менее на нем работают. Его можно использовать для офиса, для работы с базами данных, для браузинга. Браузинг, там, откройте 100 страниц, он будет все равно работать. Поэтому данный ноутбук будем обозревать в таком контексте. Все, ребят, не буду томить, ссылки в описании под видео на продавцов данного ноутбука. И, конечно же, подписываемся, нажимаем колокольчик. Уж очень крутые обзоры у нас, да, и крутые розыгрыши. Ссылка на очередной розыгрыш лежит там вот тоже внизу в описании под видео. Будем, вообще призываем вас переходить, участвовать, нам просто нужно быть подписчиком. Все, ребят, переходим и обозреваем данный ноут. Начнем мы с тестов. Я не хочу очень долго рассматривать ноутбук и рассматривать там какие-то мелочи. Нет, нас это не очень волнует. Давайте. AIDA 64 CPU ID. Это Core i7 в данном случае. Tiger Lake UP3 на платформе BJS 1449, 11 поколение, Intel Core i7 1195G7, 2,9 ГГц базовая, и в турбобусте вот 4,8 даже проскакивает. То есть мы с вами понимаем, что здесь неплохой процессор, достаточно производительный. Набор инструкций вы можете здесь увидеть. И материнская плата у нас Acer Aspire EV1551, версия 1.0.1. Теперь Dual Channel DDR3 3200 SDRAM с таймингами 3.22 на 48 CR1. Слушайте, ну это в принципе очень даже неплохо. У нас получается 8 ядер. Хорошо, по CPU ID поняли. Теперь AIDA 64 Cache and Memory Benchmark. Цифры вы можете увидеть сами. Для меня они что-то говорят, для простого обывателя нет, поэтому мы здесь особо не будем пытаться их интерпретировать. То же самое по GP и GPU Benchmark. А у нас здесь, смотрите, стоит GPU Intel Iris Xe Graphics. Ну, блин, есть как есть. Сами понимаете, что это за графика. Поэтому цифры, результаты вы можете увидеть сами, чисто из уважения. Меня просто просили подписчики делать такие тесты. По быстродействию встроенного SSD, это на чтение 2393 мегабайта в секунду. Это прямое, на запись 1.2. Это неплохие совсем показатели. Хотя это среднячковый диск, я вам честно скажу. Потому что топовые там вообще показывают сумасшедшие. И это не мегабиты, не путайте. Мегабайты в секунду. Они умножаются на 8, получаются мегабиты. Здесь у нас стоит 16 гигабайт. Конечно же, у нас стоит Windows 11. Это очень неплохо, потому что вы ее получаете со старту, с предустановленной на данном компьютере. Есть у нас биометрические устройства. Это сканер отпечатков пальцев. Это тоже прикольная штука. Я часто пользуюсь. Из сетевых адаптеров у нас стоит Wi-Fi 6 AX201 адаптер с поддержкой 160 МГц. Обязательно сейчас проверим быстродействие нашей сети. Гигабитный у нас LAN порт стоит. Ну, само собой, процессоры вы увидели, да. То есть у нас 4 ядра на 8 потоков. Видеоадаптер я уже показывал. Из дисковых устройств это NVMe Kingston. Ну, в принципе, чего и следовало ожидать по модели, это среднячковый. Есть, конечно же, HD-камера для общения с вашими коллегами, либо с друзьями через Skype или любой другой вариант общения с использованием камеры. Вот так вот, скажем проще. Проводим тестирование нашего Wi-Fi 5 ГГц. Это Wi-Fi 6. Он показывает ошеломительные результаты. Я напомню, у нас в студии 10 гигабит. От местного провайдера в Запорожье гигабит. Это классный провайдер. Ссылка на провайдера лежит в описании под видео. И вот, пожалуйста, это через Wi-Fi. Мы имеем 1,6 гигабит на загрузку и на выгрузку, ну, порядка 1,3. Это вот отличный момент этого роутера. Вот эти вот Intel AX201 очень неплохо работают, поэтому я всегда их рекомендую, но под Intel AX201 нужен специальные модели процессоров, поэтому рекомендую AX210. У нас даже видео есть по таким адаптерам, или тоже, наверное, видео размещу в описании под видео. Давайте 2,4 ГГц проверим. Знаете, что неудобно? Смещение нуля, потому что я только что вбивал пароль и ошибся. То есть вот это вот момент в старых Acer'ах было у нас 0 по центру, по двойка, здесь 0 уходит влево. Это для того, чтобы разместить, сэкономить место и разместить клавишу Enter. Не совсем удобное решение, к нему необходимо привыкать. Тестируем 2,4 ГГц. И 2,4 здесь тоже. Ну, правда, он работает в Wi-Fi 6 режиме. 172 мегабита, 171.
Шикарно. Идеально работающий Wi-Fi 2.4. Это именно 2.4. Это вот без приписки 5G. То есть отлично, отлично. 172 на 123. Также мы должны с вами протестировать гигабитный порт. Вставили LAN кабель на чистый гигабит. Стартуем на LAN RJ45. И мы получаем ни много ни мало 890 мегабит в пике. Это очень неплохо, учитывая то, что мы используем спид-тест. Если бы мы использовали с вами Magic iPerf куда-нибудь на Европу даже, то мы бы получили там 950, а здесь вот даже на отдачу 930-40. Поэтому здесь чистый гигабит, и нам придраться тут абсолютно не к чему. Смотрите, даже если я сейчас, ну уже можно спид-тест закрывать, даже если я сейчас отключу LAN кабель и подключу Wi-Fi 5 ГГц на Wi-Fi 6, он выдаст такую, ну сейчас посмотрим, выдаст или нет. Обычно он выдает такую штуку. Или знаете, нет, он знаете как, нужно ее забыть, вот, забыть эту сеть, а потом ее подключить заново. Подключил, и вот, блин, обычно выдает уведомление о том, что вы работаете в сети Wi-Fi 6, и это более там, короче, оптимизировано, то есть нормально. Смотрите, дальше мы должны с вами протестировать его на стабильность, потому что меня смущает вот этот вот момент охлаждения под экран, насколько оно вообще нормально это все дело реализовано, поэтому мы стрессуем его и стрессуем, давайте посмотрим хотя бы минут 15 для того, чтобы понять, насколько это все действие у нас покажет чего-то плохого или хорошего. Знаете, в это место хочу вставить комментарий, именно в это место видео после 5 минут. Смотрите, мы с вами видим, здесь был сначала легкий тротлинг и был даже подъем температуры. Но что это было? То есть он до 25% протротлил. Что это было? То есть я его запускаю, этот тест. Как бы охлаждение молчит. Он начинает чуть тротлить, чуть греться. Я такой, не понял. И тут врубается охлад. Тут я сейчас сижу, смотрю на вот это вот момент вот этого охлаждение на экран, и становится полностью температура, вот смотрите, 67, там 74 максимальная, и воздух отсюда идет не горячий абсолютно. То есть я переживал, что это будет каким-то образом нагревать экран, но нет, действительно, я сейчас даже замерю температуру, у меня есть такая возможность, то есть оттуда идет сейчас 41 градус. Это абсолютно нормальная температура для таких вот поверхностей. Ребят, смотрите, то есть тротлинга вообще никакого нет. После того, как включается охлаждение, вообще работает просто идеально. То есть я считаю, что здесь он с охлаждением справился отлично, именно Acer я имею в виду. И вот выдуваемый воздух абсолютно не горячий. То есть мы гоняли его на 100%, и мы можем сказать, что в этом проблем как бы нет. Хорошо, но что можно делать на таком компьютере еще? То есть мы с вами имеем не топ-конфигурацию, допустим, игровую, которую мы смотрели с вами на презентации на Acer, там должны были быть и на 3070, по-моему, с видеокартами, не помню. Я бы, конечно, хотел на 3070, но достался на обзор сейчас такой. Тут меня волнует вопрос, допустим, браузинг. Проверять браузинг в данном случае на Core i7 11 поколения я вообще не вижу смысла, потому что... Давайте запустим какое-нибудь мое видео, там какое-нибудь в HDR, очень сильное видео, хотя здесь экран-то не HDR, но в 4К видео он потягает запросто. При подключении, конечно же, соответствующего HDR монитора здесь, то вы получите HDR в том числе. Он не будет ни дропить, ничего. У нас есть стартовые дропы, которые мы включали, допустим. Поэтому он 4К спокойненько декодирует, и я не вижу здесь никаких проблем. Хорошо, что еще можно делать? Само собой, работа с почтой, браузинг на 150 миллионов страниц, он, конечно же, вытянет, потому что достаточно мощная платформа. Поэтому браузинг мы с вами не рассматриваем, мы по умолчанию понимаем, что это работает и так. Меня спросят некоторые, а как же поиграть? Надо же тестировать какие-то игровые возможности. Давайте тестировать игровые возможности. Но слабым местом этого компьютера является именно Intel Iris, к сожалению. То есть был бы здесь какой-нибудь, видик дискретный, было бы вообще шикарно.
Потому что если говорить о тестах игровой возможности, игровой производительности, то он набрал всего лишь 1570 баллов. И здесь именно Intel Iris сыграл, потому что в CPU Core он набрал 4331. Это неплохие баллы для мобильного процессора. А именно графически это уже ужасно. То есть в Apex Legends вы получите на, допустим, на 1080 Ultra 35 плюс FPS. Это мало. В Fortnite вы получите меньше, чем 30 FPS. Теперь в Battlefield 5 вы получите 35 плюс FPS. Это действительно мало. Поэтому я об этом предупредил. Но поиграть во что-то мы с вами сможем. В частности, начнем мы с игр. Ну, давайте игры Blizzard. Ну, давайте пойдем продолжим игру. Вот тена. А в Diablo 3 мы запросто играем. При этом давайте посмотрим на настройки, попробуем поиграться с настройками. Так, настройки, графика, и это у нас не Full HD, давайте поставим фулку, 1920 на 1080, давайте применим, готово. И все равно у нас 1920 на 1080 работает идеально. Практически, поэтому, ну, есть как есть. То есть, пожалуйста, мы с вами имеем нормальную работающую графику. Ну что, Hearthstone запустили? Ну, работает. И работает в крайне плохо. Ну, давайте стартанем, посмотрим, как это работает в плане тормозов. На 1980, вернее, на 1920 на 1080 мы сейчас с вами работаем, и плюс еще и на средних настройках. То есть близзардовские игры обычно, вот они не сильно требовательные графики, ну так вот они, повелось у них, поэтому можно в принципе играть. Видели, какой у меня жрец, весь в золоте, вообще такой красавчик. При этом очень люблю играть на базовой стандартной колоде, не знаю, кто играет в Hearthstone, поймет меня. Вот просто по фану, знаете, такой, зайти и колбаситься на ней сколько угодно, то есть я не знаю. Ну ладно, слушайте, работает. Ну давайте еще секрет выложим. Работает Hearthstone, можно спокойненько играть. Отлично, переходим, знаете, что сейчас попробуем? Diablo 3. С Diablo тоже понятно, но сможет ли, допустим, он потянуть StarCraft 2? Слушайте, вообще ноутбук бизнес. Бизнес-ноутбук для работы, даже какой-то, я бы сказал, имидж вернее, эко-имидж, давайте это назовем. Какой-то эко-имидж может из себя там представлять. Но я не думал, что он, допустим, Blizzard игры потянет, потому что Intel Iris Xe, ну, совсем слабая видеокарта, я вам честно скажу. По крайней мере, запустилась. Ух ты, я как бы сильно думаю, что он не сможет тянуть StarCraft, особенно если будет много юнитов. Хотя, слушайте, много юнитов, это, конечно, больше CPU обрабатывает именно логику и искусственный интеллект, а вот прорисовать эти все юниты, это вопрос такой. Я думаю, что если будет много юнитов, будет тормозить. Хотя сейчас поиграемся с настройками. Интересно, в принципе. Слушайте, это-то работает. Это-то работает. Да ладно, я вообще, честно говоря, как бы не ожидал этого момента. Хотя вот я вангую, что будет все-таки у нас проблема. Ну, посмотрим, на каких настройках он работает в графике. Полный экран, тема фона менс. Ну так он на высоком качестве графики. Если мы поставим среднее качество графики, то вообще будет шикарно. Слушайте, ну поэтому я думаю, что в это можно спокойно играть. Ребят, StarCraft 2 беспроблемно можем поиграть на данном компьютере. Конечно, это не топ графика, но имеем, что имеем. Ну, норм. Давайте пойдем еще побродим чуть-чуть. А можно куда-то пойти вообще здесь в компании? Я в нее так давно играл, проходил. Обожаю StarCraft. Кто играл в StarCraft? Ну, пишите в комментах, мне прям интересно, кто вообще играет в Blizzard игры. Я играю в Hearthstone, при этом играю систематически на полях сражений. То есть каждый день 10-15 партий, поля сражений. Я вот вечером телек, там, допустим, если там с женой проводим время, я беру с собой MacBook, и он маленький, удобный, и в принципе играю там. Куда вы вот себе полезли? Слушайте, работает, все, можно спокойно закрывать. С этим он справился. Я уверен, что он, конечно же, не справится с Overwatch. Я уверен, что он будет работать с World of Warcraft и StarCraft Classic тоже. Но давайте мы сейчас с вами еще попробуем что-то незатейливое из Steam.
Например, Counter-Strike Global Offensive, а еще GFN хочу попробовать. Ну, конечно же, танки, ребят, я танки обязательно попробую. Я не говорю, что здесь мы будем запускать нечто мега тяжелое. Чего у меня Steam не запускается? Я не говорю, что... пароль. Так, здесь мы ставим автоматически высокое, поставила на Intel Iris. Ну, не знаю. Давай попробуем начать. Ну, если в близзардовских играх мы не отслеживали FPS, то, конечно же, в CSGO, в танках мы этот самый FPS будем отслеживать, для того, чтобы понимать. Но, поверьте, нет смысла запускать нечто большое, крутое, потому что это... Так, укомплектован. Подожди, куда вы меня закинули, а? Ну, зачем? Ну, смотрите, на тех автоматических высоких настройках, которые выставил мне CSGO, это 30 FPS. Я не знаю, видно или нет, но это маловато. Поэтому мы с вами будем сейчас понижать графику. Мы должны понимать, насколько мы сможем... Так, изображение нас интересует, графика. И ставим среднее. Все-таки я думаю, что в среднее это будет идеально для таких дел. Поэтому все, среднее. Знаете, что самое интересное? Один раз перезапустил игру, второй раз выставляю среднюю, он не дает мне здесь поменять на среднее. О, поменяла, слава богу, потому что тоже вариант такой. Смотрим FPS, и я вам скажу, мы получили небольшой прирост в этом всем действии. Поэтому все те же самые 30 FPS. Только когда умираем, у нас там под 40. Поэтому имеем, что имеем. В CSGO на данной тачке хоть и погоняешь, но киберспортивно ее назвать очень тяжело. Очень. Поэтому мы отсюда выходим. PUBG запускать при таком раскладе вообще не вижу смысла. Это бесполезно. Ну и, конечно, такие игры, как Tomb Raider, именно старенькие игры, они будут работать вообще идеально. Ну, вы видите плавность, вы видите, как это все классно идет. То есть мы сейчас попробуем запилить какого-то волчка, хотя я сильно сомневаюсь, что у нас получится запилить волчка. Потому что у меня здесь стоит инверсия, я с геймпадами играл на смарт-ТВ боксах. Ну, хотя бы одного. Есть один. Куда ты прыгаешь? Эх, инверсия. А ну иди сюда. Раз, два. Ну. Еще разочек, волчок. Я знаю, как тебя зовут. Тебя зовут Серый Волчок. Вот он. Есть второго. Да ладно, двоих волчков запилил. Ну, слушайте, работает? Ну, давайте выходить. Можем запилить еще World of Tanks. Это обязательно, потому что мужики меня спросят. Настоящие такие танкисты, мужики в шапках таких. А что в танки там можно играть? Да можно, но плохо. Можно, но плохо. Так, танчики загрузились. Танков у нас так столько много. Ну, давайте попробуем пойти в бой. Сейчас я вам скажу, какие настройки графики у нас. Ой. Ну, 45 FPS на старте, какая-то сенсивность дикая. Сейчас настройки зайдем. Графика низко, он рекомендуемо низко поставил. Чувствительность ставим, убираем. Вид от траектории применить. Окей, потому что сильно... О, сейчас нормально. Сильно сенсивно. Ну, на низком 48-50 даже поиграть в танчики можно. Если он будет держать больше 40 FPS, около 50, я вам скажу, даже можно будет что-то сыгрануть. Ну, давай уже. Поехали! Тара-та-та-там. Ну, вообще, конечно, по-честному. 6 уровень с 8. Это как-то не очень хорошо. Такой прикольный, кстати, этот танчик. Маленький, легкий. Быстрый. Сейчас быстренько сольемся. Держит 55-58 FPS. Ну, есть как есть. Есть как есть. Другого ничего показывать не буду. Так, сейчас мы кого-то... Бам! Есть, я в него попал даже. Давай отходим. Меня сбили, да? Ну, все, прилетели. Прилетели. Что здесь еще показывать? Показывать офис не буду.
Мультимедиа, ну он воспроизведет практически любой фильм, который мы ему подсунем, это однозначно. То есть если мы сейчас с вами возьмем и подключим жесткий диск, то мы, конечно же, получим с вами здесь и 4К, и PTV мы можем с вами настроить. И проиграть какие-то очень тяжелые файлы, да. То есть мы запускаем 68 гигов файл, и он, конечно же, будет воспроизводиться беспроблемно. Ну, это 15 гиговый, сейчас мы вот 68 гигов запустим. То есть мы понимаем, что... Хотя, знаете, я по-другому скажу. Если вы хотя бы на вот такую вот, чуточку понимаете в компах, вы поймете, что Intel Core i7 11 поколения с DDR4, с вот такой вот конфигурацией, он не может не справиться с офисом, с браузингом, с мультимедиа. Он не может не справиться. То есть он с этим всем справится. Поэтому тратить на это время мы не будем. Мы просто переходим и резюмируем данное видео. Перешли. А выводы мои однозначны. Если вы бережете нашу планету, если вы заботитесь о нашем будущем, то, конечно же, если выбирать уже ноутбук помощнее, то из переработанных материалов. Я дождусь версии 30/70 и буду и на RTX 30/70 с крутой дискретной видеокартой буду принимать решения. Однозначно этот ноутбук для работы супер, для домашнего пользования без тяжелых игр он супер, во всем супер. Бояться, что он перегреваться будет, не стоит, он не тротлит. У него классные Wi-Fi модули, у него хороший процессор, у него хороший экран, поэтому, ребят, мы его действительно рекомендуем, а выбирать уже вам мы ни в коем случае не настаиваем. Ребят, если вам нравится, лайки, подписка. А с вами был Bubble и Aspire Vero от Acer на канале Технозон. Пока.